Всем добрый вечер, дорогие друзья. Ну вот, опять я вам явилась в своем обличии. Говорят, помолодела. Вообще, враги меня питают обычно. И ненависть нас питает, и месть питает. И через некоторое время, когда мы их побеждаем, и все уже хорошо, когда растоптали, сравнялись с землей, появляемся уже бодрые, молодые, новые, обновленные. Итак, я уже говорила о том, что я родилась под знаком Ники. Ника – богиня победы. Весь февраль проходит под знаком Ники. Ники – это Водолей. Вообще Водолей очень интересные знаки. Большинство людей, именно политиков, стратегов, древних военачальников, воинственных императоров, ведьм и прочие родились в феврале. Это таинственный знак. Водолея притягательной порядочностью и разнообразием в жизни. Ты никогда не знаешь, какую женщину встретишь в этот день. Она может быть как ребенок, она может быть как девочка, она может быть свирепой мегерой, она может любить, она может ненавидеть. То есть в ней это все перемешано, она разная. Как бы вам ни казалось, что всегда такой человек один и тот же, в любом случае всегда этот человек, то есть находится на разном уровне, на разном этапе в своей жизни. Постоянно меняется, с ними интересно. Они воплощение многих женщин, если это женщина, да. Это сильные люди, это лидеры. Они никогда не могут быть серыми, они не могут раствориться в толпе. Это люди, которых либо любят, либо ненавидят. Среднего чувства к ним нет. Безразличия к ним нет точно. Знак Водолеев проходит под знаком Ники, богини Ники. Она есть победа. С такими людьми сражаться не имеет никакого смысла. Абсолютно. Потому что победа всегда будет за ней. Этот человек делает выводы из своих ошибок, делает выводы от услышанного от своих врагов, делает выводы от ошибок в жизни совершенных и прочее. И со временем у этого человека настолько все безупречно, что придраться просто не к чему, если только к мелочам каким-нибудь, которые не имеют никакого, скажем, такого веса, да? Кто такая Ника? Ника – это та богиня, которая помогла всем богам одержать окончательную победу над титанами. То есть победа богов над титанами, которая была окончательно одержана, и они утвердились на Олимпе, стали править, в основном это заслуга Ники. Ника – дочь Океаниды Стикса, то есть реки Стикс. Она рождена океаном, она дочь океана. Именно поэтому их называют океанидами. То есть те, кто изучает греческую мифологию, могут знать, что есть Плеяды, Океаниды. То есть Плеяды – это дочери Плеи, это звезды, созвездия есть Плеяда. То есть океаниды, нимфы – это лесные там божества и так далее. Океаниды – это реки, это источники. Они все океаниды, они все рожденные дети от океана, а не дети океана. Так вот, Ника – дочь Стикса, реки смерти. Это символично, не просто Ника рождена Стиксом, то есть рекой смерти. Это говорит о том, что каждая победа уносит определенную часть твоей жизни. Каждая победа что-то внутри тебя убивает навсегда. Например, доверие к людям могут убить, да? Может убить жалость к людям, может убить сострадание к людям и так далее. Каждая твоя победа, она что-то убивает внутри тебя, потому что победа, она дочь смерти. После того, как Ника помогла одержать победу богам, боги стали клясться священными водами Стикса, ее матери. Это великая честь. Это не каждой богине выпадает такая честь, чтобы клялись ее матерью, водами ее матери. Кто такая Ника? Ника очень остро воспринимает несправедливость. Она готова в бой.
Даже когда по описанию Ники мы смотрим на себя, о том, что Ника носит кольчугу, она мужественна, она иногда более мужественна, чем мужчина, ты понимаешь, что ты узнаешь в ней себя. Всю свою жизнь я любила именно носить украшения, похожие на кольчугу, серебряные украшения, плетенки и прочее, прочее. Это раз. Ника реагирует. То есть она всегда принимает призыв, она всегда принимает предложение боя, да, она принимает вызов, она никогда не отказывается, она никогда не прячется. Она никогда вокруг себя не создает некий такой, не нагоняет туман. Извиняюсь, что-то у меня тут... Да, я сегодня сок выпила не такой, и целый день вот так вот иногда раз, и голос пропал. Так вот, она не нагоняет туман и не прячется за этим туманом. Она вызывает, то есть она отвечает на вызов и всегда побеждает. Ее жизнь должна быть как поле битвы. И ничего удивительного в том, что старые враги уступают место новым врагам. Ее старые враги всю жизнь будут искать повод снова с ней расквитаться. Они будут собирать сплетни, они будут собирать всевозможную грязь, сохранять это. И как только где-нибудь запахнет жареным, где-нибудь Ника начнет свое новое сражение, они будут бегать и подливать масло в огонь в надежде, что ее смогут победить хотя бы сейчас. Но это будет тщетно. Дорогие друзья, учтите одну вещь. Водолеи, рожденные в феврале, этих людей победить невозможно. Этих людей может победить только если смерть. Но и то не победить, это просто успокоить, забрать в мир иной. Но еще никому не удавалось никаким образом победить Нику. Я, по крайней мере, таких не знаю. Я знала водолеев, я знала более сильных людей водолеев, я знала людей, у которых жизнь была намного горестнее моей и так далее. Да? Но я просто поняла, что некая сила, именно сила Ники, сила победы этих людей ведет вперед. Их жизнь напоминает поле боя. И это видно просто невооруженным глазом. При всем нежелании Ники сражаться, поскольку Ника не богиня войны, как Арес. Ника богиня победы. То есть войну затевает всегда другой. И когда затевается война, то Ника приходит и побеждает в этой войне. Это факт. Есть люди, которые очень часто, не часто, вообще люди в основном, да, основное количество людей относятся потребительски к нам всем. И вот иногда слышишь, ну зачем вот это надо, может и не нужно, зачем им это все доказывать, говорить, вот лучше бы снимали побольше ритуалов. То есть о чем это говорит? Ты снимай побольше ритуалов, побольше нам дари, делай для нас, да, то, что там оскорбили тебя, то, что плюнули тебе в душу. Да плевать мы хотели на это все. Зачем ты разбираешься с ними? Ты перетерпи, пусть это пройдет. А ты, главное, на нас работай, делай для нас, нам выставляй. Нам не интересно смотреть это все. Мы не хотим, чтобы ты отстаивала свою честь и имя. Ты не отстаивай ничего. Мы-то не будем тебя защищать все равно, да, мы будем пользоваться твоими ритуалами, у нас все будет получаться, мы будем идти вперед, у нас будут великие такие свершения, удачи и все такое, но мы никогда не зайдем и не защитим тебя. Зачем? Ведь основное количество людей, они всегда держатся на стороне, нейтрально. Они знают, что ты права, но они не будут защищать никогда. Вот когда ты набьешь морду, да, тем, кому надо, когда ты поставишь их на места, когда шакалы будут выть, все будут аплодировать и говорить, вот, молодец, мы знали, что вы правы, вы молодец, и так далее. Но пока это происходит, единицы зайдут и защитят тебя. Единицы, запомните это. Поэтому Ники всегда одиночки, они сражаются одни. Если ты не победишь, такое в моем случае невероятно, но в любом случае, допустим, да, если ты не победишь, эти все, которые тобой пользовались, тихо, спокойно, мирно отойдут в те дебри, туда, кто тебя победил. Они туда уйдут. А если ты побеждаешь, они говорят, мы так и знали, мы болели за вас, вот вы молодец и так далее. Но по большому счету они держатся в стороне, они
не хотят ни в чем тебе помочь. Они потребители. Это всегда так было. 20% всего из тех людей, которые к тебе приходят, которые подписаны на твой канал и прочее, 20% всего лишь готовы ринуться в бой, защитить тебя и отстаивать твое имя, потому что они знают тебя и твои работы. Да? Все остальное будут нейтральны. Я на таких людей не обращаю внимания, мне абсолютно их мнение не интересно, потому что они неустойчивые люди. Они с тобой пока могут тобой воспользоваться. Потом уже это им не интересно. Это понятное дело. Хлеба и зрелищ, как говорится. Следующий момент. Ника. Ника, которая к тому же ведьма. Как она себя защищает? Милицией, прокуратурой? Смешно. Если ведьма говорит о милиции и прокуратуре, значит, ведьма не верит в те силы, которым поклоняется и о которых говорит и учит. Логично? Если я верю, что есть силы, которые могут меня защитить, если у меня есть та сила, которая может моего врага просто опозорить, высмеять, выставить на посмешище и заставить убраться с прощальными письмами. Я ухожу, моя миссия выполнена. Помните, какие были высокопарные слова? С Ютуба выгоню тебя еще пару дней и все, и ты уже убежишь. Но так может сказать человек, который не знает мою жизнь, который не знает, какие круги ада мне пришлось пройти. И поэтому вот эти мышиные сплетни, это настолько смешно смотрится на фоне того, что ты прошла в этой жизни, да? Но это ладно, это не важно. Так вот, когда скажем так, уже все сделано, да, у победителей вообще друзья прибавляются. Так вот, говорят, вот порчи, мы защищаем себя порчами. Это наше оружие, это наша самооборона. А как вы хотели? Если бы ведьм не боялись, нас бы вообще не было, нас бы уничтожили, если бы нас не боялись. Знаете почему? Потому что, во-первых, мы видим очень много то, чего другие не видят и не хотели бы, чтобы кто-то видел это. Во-вторых, единственная самооборона, единственное оружие наше – это порчи, это проклятие, это то, что мы можем испортить, испоганить всю жизнь. А как еще сделать? А что делать? Набить морду? Идти выстрелить между глаз и сесть 10 лет из-за таких тварей. Зачем? Что делать? Милицию? Какая милиция? Что, о чем вы? Про что вы вообще? Кто в нашей стране вообще отстаивает честь? Вообще вы такое слышали когда-нибудь? Кому это интересно? Людей на улицах режут, никто не находит. Камеры есть, все есть, и номера машины есть, и все есть. Но мы не можем найти. Вот так вот получается. Да? Куда ведьма должна идти? Ведьма должна своим ремеслом наказывать, если она ведьма. Если она говорит, что она сильная, если она говорит, что она ведьма, она должна это доказывать делами. По крайней мере, все те, которые пытались против меня что-то сказать, замолчали, успокоились и ушли. А почему? Вы не догадываетесь? С воздуха не бывает. Поверьте мне, просто из-за слов, что я делаю тебе порчу, никто никуда не убегает. Вот когда они видят результат этой порчи, когда они на своей шкуре это чувствуют, это приводит их к оцепенению, к страху. Только тогда они от тебя отстают. Так вот, когда мне советуют, зачем вы показываете, просто делаете. Да нет, уважаемые, дорогие люди, советчики. Я показываю, знаете, зачем? Затем, что завтра, когда она убежит с Ютуба, завтра, когда она свое это тявканье потише, тише, тише, тише вот сделает и заткнется, чтобы вы не сказали, что это всего лишь совпадение. Я вам показываю, чтобы вы были уверены, что это все случилось только после того, как я дала по морде, но дала по-другому. Знаете, не физически, а еще страшнее. Чтобы не говорили, что это всего лишь совпадение, что это просто так получилось. Понимаете, что она передумала. Вообще мрази никогда не передумывают. У них, как обычно, преследуют людей вообще, если так хорошо покопаться, именно те, у которых нет причины преследовать. Потому что те, которых обижают, великодушно прощают, как правило. А вот именно те, у которых нет абсолютно ни малейшей причины преследовать, они преследуют от своих амбиций, от своего вот этого желания возвыситься за счет кого-то, да? Если меня задевают, я размажу. Учтите это. Потому что я привыкла побеждать. Я привыкла, и я буду побеждать всегда. Сколько бы их ни было. Старые враги, новые враги.
сколько бы их этих шакальных компаний не было, сколько бы ни насочиняли на меня там всяких небылиц, чего бы не было, это не имеет никакого значения для меня. Я всегда выйду победителем. Но те люди, которые со мной рядом были, вот те для меня ценны. А те, которые появляются после побед, чтобы поаплодировать, они мне не интересны. Ну да, они есть, я не обижаюсь на них, я не говорю, что они обязаны меня защитить, но просто я говорю о том, что я прекрасно вижу, я прекрасно знаю, кто со мной, кто нет. Друзья познаются в беде. Такие моменты даются нам для того, чтобы мы отфильтровали ненужные элементы своей жизни. Такое есть. Так вот, порчи и прочее выставляется для того, чтобы вы увидели воочию, как они меняют того человека, который обещает тебя просто уничтожить, изничтожить, и жить, выжить, не зная, что делать, а потом через пару часов собирает чемоданы и сваливает. Это и есть показатель. И этот показатель нужен не только мне, этот показатель нужен тем людям, которые занимаются магией, чтобы они видели, что да, действительно, она права, жалеть не нужно. Да, действительно, надо это делать. Если вы не хотите, чтобы на вас были такие травли, вы должны изначально бить. Бить в морду, не жалея. В поле боя никто не жалеет. Если вас вызвали на войну, вы вышли уже на войну. Порядочность сохраняйте. Порядочность нужно сохранять. Не нужно вот эти вот гнусные сплетни, которые они собирают, потому что у сплетни нет будущего. Сплетни – это вранье, у вранья нет будущего. Порядочность нужно сохранять. Однако, если вас вызвали на войну, не смейте наполовине жалеть. Никогда. Потому что как только вы пожалели, поверьте мне, что это и будет использовано против вас. Это пройденный этап. Вы решили воевать, воюйте до конца. Уничтожьте просто, сотрите в порошок. Вот даже если они будут хрипеть от крови, не жалейте. До конца добить нужно своего врага. Запомните это. Потому что в дни моей молодости я тоже была очень добрая. И очень много кому спускала с рук. Просто считаю, что с них хватит, с них достаточно. Недобитый враг намного страшнее. Не жалейте. Это раз. Во-вторых, учтите, что против ведьм идти нельзя. Нельзя и не имеет значения, какие у вас причины. Капризы это у вас личные, или вы решили с ней расквитаться, или зависть. Это не имеет никакого значения. Знаете, что чем ближе к 40 годам, тем сильнее ведьмы. После 40 уже вообще препятствий перед нами не бывает. Я вот жду этого времени, 40 лет, потому что до 40 лет нас пытают просто, у нас пытки нечеловеческие. После 40 наша жизнь меняется. Никогда не идите против водолеев, потому что это знак Ники, это победа. А победа не бывает плюс-минус или наполовину, или может быть, там на авось не надейтесь. Это люди, которые очень долго терпят, ждут. Но когда вы им кидаете вызов, они этот вызов примут обязательно. Запомните это. Если у вас нет силы против нее, если у вас нет уверенности, что вы сможете ее победить, лучше эту войну не затевать. Не затевать, потому что проигрыши будете все равно вы. Под знаком Ники жить очень тяжело, потому что Ника нас кидает в поле боя постоянно. Она нас держит в напряжении, но тем самым закаляет наш характер, усиливает нас, улучшает нас. И напоследок я вам скажу, дорогие друзья, ведьмы непобедимы, они неуязвимы. Против них ничего делать невозможно. Абсолютно. Если она дожила до 35-6 лет, своей трудной жизнью и судьбой, все больше ей все нипочем. Абсолютно душевные муки причиняя ей, вы ее не трогаете. Вы ее не побеждаете этим. К душевным мукам она готова. Телесные муки вы ей причинить не в состоянии, не сможете. Вы не доедете до ее дома. Поверьте мне, при всем желании, если бы вы даже хотели. Потому что были случаи, когда, не доезжая до моего дома, разбивались. Это было давно, правда. Так вот, следующий момент.
трогая ее ремесло, не стоит, потому что то, что ей дано, эти тайные заговоры, эти тайные ритуалы и прочее, это дано только ей. И у вас не хватит ума и мозгов это все обсудить и разложить по полкам. Вы не сможете это сделать. Обсудить ее внешность вы тоже не вправе, потому что, как правило, ведьмы очень симпатичные женщины, они яркие, они бросаются в глаза. Та же самая среднестатистическая ведьма приятна, понимаете, на внешность. Поэтому обсудить внешность тоже абсурдно и смешно. 1000000% вы ей уступаете в красоте. Это бесспорно. Даже не сомневайтесь в этом. Потом в душевной широте с ней не нужно соревноваться. Она может быть очень добрый, порядочный человек. Видимо, это отличный друг. Если она от вас ничего плохого не увидела, вы более преданного друга, готова броситься на вашу защиту, вы никогда не увидите. Ведьма очень преданная жена, потому что ее сексуальное влечение заканчивается работой, ритуалами. У нее нет вот этого желания разбазаривать себя. Это не тот человек. Она яркая личность, но это не говорит о том, что она, знаете, может вот позволить себе излишества. У нее это закрыто иногда, и абсолютно годами ей это не нужно. Для того, чтобы ее имя не пострадало, чтобы ее честь не подверглась каким-то насмешкам. Вы не знаете, кто такая ведьма, особенно ведьма, рожденная в феврале, знак Ники. Я помню, однажды мы читали с мамой, у меня разные глаза, вы знаете, что я родилась разноглазой, да, вследствие операции у меня поменялись цвет глаз. Так вот, и там было написано: в феврале рожденная, водолей с разными глазами, таких называют дочери дьявола. Да, весело было это читать, но где-то отчасти это правда. Дорогие друзья, не рискуйте. Не нужно вступать с Никой в конфликт и в войну. Вы все равно проиграете. С ведьмой лучше дружить. Потому что эти люди никогда первыми не нападают. Они никогда не сделают вам зло просто так. Просто потому, чтобы на вас испробовать свою силу. Это не те люди. Да, они могут быть очень строгие, они могут быть иногда очень резкие, иногда, может быть, и, как вам сказать, жестокие, жесткие. Это есть в нашем характере. Вы нашей жизнью не жили, вы не знаете, что это такое, и как работать в такой атмосфере и сотни людей, которые тебе в день пишут. Но как люди мы порядочные. В нас это есть, это не отнять. Если вы не хотите, чтобы мы навредили вам, чтобы мы разрушили вашу семью, жизнь, карьеру, а просто помогли вам подняться, наоборот, подарили вам все, что возможно, все, что можно взять у сил и дать вам для того, чтобы вы шли вперед, чтобы ваша жизнь стала лучше, то не стоит просто так ее задевать и обижать, надеясь на авось, а вдруг пронесет. Не пронесет. Если ты встал уже на железной дороге, а поезд мчится, поверь мне, что не пронесет абсолютно. Это игра со смертью. Зачем это нужно делать? Не нужно тупыми амбициями ломать себе жизнь. Ника – это богиня победы. И Ника – дочь смерти. Это говорит о том, что за ее спиной стоит сама смерть. И тот человек, который достанет ее, допечет и просто уже в такие, знаете, поставить такие рамки, что она уже просто разозлится не на шутку, то ее мать, которая есть сама смерть, заберет этого человека, чтобы освободить свою дочь от этих лишних проблем. Изучите древнегреческую богиню Нику, и вы поймете характер этих женщин. Если приплюсовать еще то, что они ведьмы, не все говорю ведьмы, которые родились под знаком водолеев, то вы поймете, что это просто горючая смесь. И надо ли вам это все? Просто так. Если вы можете получить хорошего друга, зачем получать врага в качестве ведьмы? Ведь это совсем не весело. Всем удачи!